Здравия всем слушателям, подписчикам моего канала. И в этом видео я предлагаю вам рассмотреть такую тему, как обитаемое Солнце. Да, действительно, есть такая информация, что наше Солнце обитаемо. И мало того, что оно обитаемо, но и мы являемся родственниками тех, кто живет на этом Солнце. Поэтому прежде чем говорить этого не может быть, потому что не может быть никогда, предлагаю рассмотреть все имеющиеся данные. Казалось бы, Солнце нам известно, по сравнению с Землей Солнце гигантское. Но с той же стороны наше Солнце маленькая песчинка по сравнению с другими гигантскими Солнцами. Казалось бы, мы о нем все знаем, но я вам покажу, что мы знаем очень мало и фактически мы не знаем настоящую правду, которую я вам и предлагаю показать. Дело в том, что вспомните, прежде чем мы искали наши цивилизации подземные, мы обращали внимание на вулканы. То есть там, где действительно высокая температура, то, что фиксируется человеком. Все ссылки на материалы, как всегда, в описании под видео. И что мы видели? Что фиксация современной фототехникой и видеотехникой вулканов показывает, что там идет интенсивная жизнь. То же самое можно сказать и о сегодняшнем Солнце. За Солнцем сегодня наблюдает два спутника. И эти спутники фиксируют вот такие вот гигантские объекты. Часть из них, конечно, представляется планетами, но вот такие вот эффекты показывают и скорость движения, что перед нами не просто планеты, а какие-то гигантские корабли, которые, подходя к самому Солнцу, начинают заправляться у него топливом. То есть размер подобного корабля действительно с планету. И это гигантские корабли, приближаясь к поверхности Солнца, к его атмосфере, скажем так, начинают втягивать в себя какое-то вещество. Вот эти стрелки показывают и сам объект, и то, как он заправляется от этого Солнца. После того, как мы это увидели, сразу возникает вопрос. Это они заправляются гелием-3, то, что мы видели на Луне, которого 500 миллионов тонн. Так как на Солнце этого гелия-3 целая масса Земли. И он постоянно нарабатывается, скорее всего, и как раз из-за реакции водорода, гелия и так далее. Или просто они действительно заправляются водородом, так как водород – основная составляющая Солнца. Но после заправки эти объекты куда-то убывают тоже на гигантских скоростях. То есть современные спутники это фиксируют, но наука говорит, что это такие эффекты или вообще туда прибывают какие-то кометы. Но дело в том, что если бы мы с вами путешествовали в космическом пространстве, на что бы мы ориентировались в первую очередь? Конечно, бы на маяки, которые мы называем Солнце или звезды. Кстати, в славянской мифологии все очень просто. Если у вас вокруг звезды, светила центрального вращается до 9 земель, то это звезда. А если 9 земель и более, то это Солнце. Наше Солнце мы всегда называли Солнцем. Современная наука нашла только 8 планет, а наши предки всегда знали, что их больше. Но суть не в этом. Суть в том, что современная наука фиксирует падение так называемых комет на Солнце. То есть видно, если вот Марс, вот Венера, какие-то планеты, то они резко отличаются от подобной кометы, которая красной стрелкой обозначена. Она падает на Солнце, как бы другой тип объектов, и начинает в этом Солнце распадаться. Казалось бы, все логично, вода, комета, Солнце притянуло, оно упало, распалось, но это слова науки. А те, кто занимается исследованиями, говорят, что нет, это не кометы, это стержни. Что значит стержни? Стержни – это искусственное образование, которое, как вы видите на фотографии, их длина больше самого Солнца, когда они возле Солнца останавливаются. И не все стержни попадают в Солнце и там начинают распадаться. Они останавливаются, некоторые возле Солнца. При том, что их длина 1 400 000 километров больше самого Солнца. И что с ними происходит? Они начинают распадаться на индивидуальные аппараты. Этот фильм есть в приложении к видео будет. Гигантский НЛО у Солнца, где люди провели исследования и действительно, в отличие от науки, изучили материалы наблюдения спутников и показывают нам, что так называемые стержни распадаются на сотни и даже тысячи кассет. Это индивидуальные летательные аппараты. Перейдите по ссылкам в описании, посмотрите, там действительно все подробно расписано. Эти аппараты начинают выдвигать специальные 4 штанги для посадки. То есть, и потом они начинают садиться в Солнце. То есть, начинают не просто заправляться возле Солнца, они падают в само Солнце. Вот самый яркий снимок, где видно, что это совершенно искусственный объект. Это никакая не вода, не какая-то комета. Он симметричный, он гигантский, имеет размеры.
и выдвигают специальные штанги для посадки в само Солнце. Казалось бы, этого не может быть, потому что не может быть никогда, но это фиксируется. Таких случаев уже сотни зафиксированы. И сам факт, что эти размеры, представьте, имеют размеры от 1,5 до 3000 километров. Плюс, я вам хочу напомнить, что у нас были исследования у меня по летающим городам в атмосфере нашей Земли. Там объекты были размером в 200 километров. Я думаю, многие сказали, что это нереально. А здесь от 1500 до 3000 километров. Плюс скорость этих объектов, которые мало того, что попадают в Солнце, но и вылетают же из него. То есть, замеренная скорость позволяет сказать, что они движутся со скоростью 700 километров в секунду. То есть, гигантские размеры, гигантские скорости. И все это на виду у нас, землян, но мы, конечно, этого не видим. Или не позволяет нам этого видеть. Кроме этих чудес, у Солнца, оказывается, присутствует его спутник. Да, вы не ослышались. У Солнца есть свой спутник. Скорее всего, это тот легендарный вулкан, который является спутником Солнца. Он пребывает в солнечной короне, где температура примерно 1,5 миллиона градусов по Кельвину. То есть, если сравнить этот спутник, который за 4 года фиксации постоянно фиксируется, что он никуда не ушел, он имеет свою орбиту, он по размерам примерно как наша Земля. То есть, что мы знаем о Солнце? Практически ничего. Тем более о его жителях. Но что же нам говорит наука? Наука говорит, что в центре там действительно гигантской этой звезды температура 15 миллионов градусов, но уже на той поверхности Солнца, которую мы видим, температура-то всего 5500 градусов. И она повышается только в солнечной короне, где она достигает от 1 до 2 миллионов градусов. Плюс, обратите внимание, они между видимой поверхностью Солнца и другой какой-то поверхностью рисуют зоны конвекции. Что это значит? Такое ощущение, что видимая часть, то, что мы видим, это как бы атмосфера Солнца. Но есть и твердая поверхность. То есть, Солнце очень напоминает по своему строению чего? Конечно же, нашей Земли. Конечно же, нашей Земли, просто в отличие от Земли, конечно, размеры другие. Атмосфера, конечно, другая. Конечно, все другое, но принципы те же самые. Нам показывают те же самые принципы, только с изменением температуры. Плюс температура нашего внутреннего ядра, его поверхности, согласно же этой науке, примерно 5-6 тысяч градусов. То есть, внутри нашей Земли находится маленькое Солнце, по словам той же науки. Потому что температуры поверхности внутреннего Солнца Земли и поверхности того Солнца, что мы видим, они полностью совпадают. А раз у нас есть такие совпадения, то можно сказать, что в малом, то и в великом. Можно предположить, что у нас Солнце-то такое же, как и Земля, только, конечно, с другими повышенными характеристиками. О чем я говорю? О полой Земле. То есть, Солнце полое. То есть, есть какая-то отражающая поверхность, которая отражает свет от других светил высшего порядка, плюс дает свет от нашего Солнца, но внутри эта структура полая, что объясняет, куда там падают эти НЛО, куда они приземляются на поверхность. Или опускаются внутрь полого Солнца. Я понимаю, что каждый скажет, этого не может быть, потому что не может быть никогда. Но обратите внимание на символ Солнца в астрологии. Опять же, видна полая структура. И она соответствует модели атома водорода. А водород – основная составляющая нашего Солнца. Опять же, по словам той же науки. Плюс, та же наука фиксирует сбросы оболочки звездой. То есть, такими же Солнцами, только в других местах, которые закончили свой цикл. И мы видим, опять же, есть какая-то действительно оболочка, атмосфера. Может, есть какая-то твердая поверхность. И есть центральное ядро. То есть, нет сплошного материала от поверхности до самого ядра, который нам описывают во всех других строениях. Что прямо противоречит модели строения атома того же водорода. То есть, это я уже показывал в моделях полой Земли, хотя мы рассматривали звезды, то есть светила. То есть, черные эти пятна на Солнце, скорее всего, это защитная оболочка обитаемой поверхности Солнца. Как раз от излишних солнечных лучей, которые приходят тоже извне. То есть, есть же светила более высшего порядка, которые и влияют на наше Солнце, и оно отражает их энергию в том числе. Плюс, сейчас мы подходим к знаниям древних. Сейчас мы знаем, что, например,
период вращения на экваторе 25 дней у Солнца примерно, а на полюсах 34 дня. То есть эти периоды обращения отличаются, но суть в другом. Дело в том, что перед вами солнечный магический квадрат. Он считается, конечно, древнеиндийским, созданным там 2000 лет назад примерно, но суть в другом, что это модель 4 на 4, когда в каждом ряду 34 получается, а 34 это как раз обороты этих полюсов Солнца. То есть древние знали намного больше, плюс 4 на 4 это 16, это 16 измерений, мы живем в 4 измерениях, то есть это мир легов. Плюс 16 это как бы потенциал нашей души. То есть мы, люди, живем в четырехмерном мире, а наша задача при помощи духовного развития начать восхождение по духовному пути. И первый мир для восхождения, он 16-мерный. То есть это мир нашего Солнца. Как бы фантастически это ни звучало, но фантастически для современного жителя, для ведической школы это все естественно, потому что под тем же легендам Бог, Дачбог, который дающий жизнь Бог, он главный в славянском пантеоне. И он мало того, что является богом плодородия, но он является прародителем славянского рода. Согласно некоторым источникам, Дачбог сын Сварога, то есть вообще небесного бога. Перед вами символ этого Дачбога. Есть зимний, есть летний. Но суть состоит в другом. В том, что изображается Дачбог в таком вот изображении, как вы видите слева. То есть это обычный человек, у которого активировано колобье тело, колобок. То есть колобок над головой. Но подобных же людей мы встречаем и на нашей земле. То есть это солнечная так называемая династия, солнечная династия управителей, которая имеет высокий уровень духовного развития, плюс умеет управлять, то есть организовывать. Поэтому все правители, вот это Цезарь, это Заря, Царь сокращение, центр Ари. То есть это все отсылание к солнечным эпитетам. То есть это тот, кто несет свет фактически. Для ясности, в славянской мифологии асы это солнечная династия Ясуней. То есть светлых небесных богов. Знания Ясуни назывались ясно. Отсюда и выражение «внести ясность». Ясно писание асов. Позже переименованное в Веды. То есть что ведет, руководствует. Для тех, кто не обладает ясным сознанием. То есть наша задача духовного развития как раз вернуть это ясное сознание. А то, что по всей Земле имеется изображение людей, у которых активировано и дивье тело, и колобье, то есть как бы горит весь человек, как бы в огне находится, то таких изображений масса. И, конечно, таких существ называли богами. Богами, которые живут на Земле, или асы. То же самое мы видим и в Индии, когда солнечная династия, основатель рода Вивасван, что буквально значит сияющий. Это солнце или бог солнца, Сурья. Ну, солнце, Сурья, они же асуры, они же русы в обратном прочтении. То есть мы действительно дети богов именно нашего солнца. То есть этот бог был с самого возникновения мира, потому что солнце это и как раз источник возникновения жизни и на других планетах. Согласно ведическим источникам, асуры имели 3 небесных города – золотой, серебряный и железный. А остальные города у них находились под землей. Возникает вопрос, титаны это дети как раз тех же асуров, или эти же асуры живут на поверхности нашего более мелкого солнца, которое находится в центре нашей Земли. Если это так, то какой же рост должен быть у этих асуров? Потому что солнце ясно отличается от Земли. Гравитация солнца в 28 раз превышает гравитацию Земли. То есть примерный рост жителей солнца 50 метров. Сила действия равна силе противодействия. Если действие минимальное, то есть примерно близкое к невесомости, вы не будете иметь гигантский рост, у вас вообще развитие остановится. То есть тут работает как третий закон Ньютона. Чем больше воздействия на вас, тем больше вы можете вырасти. И мы об этом знаем прекрасно. Еще 1000 лет назад у нас сохранилась легенда о Святогоре, рост которого был примерно как раз 50 метров. Плюс он здесь еще на лошади изображен. То есть вот это и есть они асуры, как выходцы с солнца. Плюс в сказках мы это знаем, как гигантская голова и богатырь. Плюс даже в учебнике царских детей, которому всего-то 400 лет, по которому учили всех царских детей не только Московии, но и Европы, описывается поход Александра Македонского в иномирье.
И там, в Кавказских горах, скорее всего, они встречают человека, который привязан цепями между двух гор, которого опоясывает жар магмы. Да, ему больно, но он выдерживает температуру магмы примерно 500 градусов. Это по минимуму. То есть, это ясно, что это человек солнечный. То есть, нам это напоминает легенду про Прометея. А кто такой Прометей? Промень – это луч. То есть, человек, который пришел как бы с солнца при помощи луча, при помощи технического устройства. То есть, это солнечный человек. Понятно, что он выше. Понятно, что он может переносить высокие температуры. Вот температура 500 градусов не убивает его, но делает ему, мягко говоря, неприятно и больно. И Прометей во всех легендах помогал людям, за что был наказан определенными богами. Те, кто скажет, этого не может быть, потому что не может быть никогда, обращаю ваше внимание на мою статью там про великанов. Все ссылки, как всегда, будут в описании под видео. Что мы там находим? Мы там находим гигантские отпечатки ног. Действительно, человека, которому 50 метров рост. Плюс обращаю ваше внимание на статуи Будды, потому что во всех рассказах Будда тоже имел гигантский рост. И, скорее всего, это недалеко от правды. То есть, примерно до 50-100 метров жители Солнца имеют рост. То же самое хотелось бы обратить ваше внимание на Платона Лукашевича, который описывал жизнь на Солнце и других планетах Солнечной системы, а всего-то 100 лет тому назад. Ссылки будут на все эти материалы, как всегда, в описании. Там же Платон Лукашевич указывал на погоду для всех небесных тел, известных на тот момент, в том числе на Солнце и на других планетах нашей Солнечной системы. Очень интересно, конечно, там математика, ну почитать. Предлагаю делать выводы. Выводы такие. Есть все основания полагать, что Солнце имеет полую структуру и является обитаемым. О том, что Солнце обитаемо, говорят Веды и другие источники из прошлого. Современные наблюдения за Солнцем подтверждают эти данные. Спутники на постоянной основе фиксируют громадный НЛО от 1500 до 3000 километров, которые влетают и вылетают из Солнца. Жители Солнца – асуры, они же в обратном прочтении русы. В некоторых других моментах это леги, или я их могу назвать прометеи, то есть солнечные люди. Должны быть ростом в 50 метров, ну примерно, и иметь развитые энерготела, колобья, жарья и так далее. Русы – это дети асуров, выходцев из нашего Солнца, поэтому мы дети Дачбога, дающего жизнь Бога, и внуки Сварога. Небесный рог, то есть выходцы из центра галактики, те, кто имели еще более высокий рост. Согласно Ведам, асуры жили в земных условиях в 3 летающих городах и в подземных городах. Скорее всего, их потомки, вот эти титаны, те, что живут на тверди, обратной тверди, то есть внутри полой Земли и, скорее всего, даже на Солнце нашем, внутреннем Солнце. Ну, помните, повторение мать учения, но информация с первого раза никогда не усваивается. Смотрите видео столько раз, сколько нужно. Все ссылки на использованные материалы в описании под видео. Кнопочку еще нажмите, все откроется. Либо смотрите в конечных заставках к видео. Ну, не превращайтесь в 4-ю обезьяну нашего времени, которая просто уткнулась в гаджет, ничего не видит и ничего не слышит. Напишите свой комментарий, поставьте лайк, подпишитесь на канал, поделитесь видео в социальных сетях, для того, чтобы здравомыслия стало больше. Новые исследователи подключились к этому направлению. Ну, больше информации на канале и в конечных заставках к видео. Также переходите на мой сайт, ссылка есть в первом закрепленном комментарии под каждым видео. Там размещены мои статьи, в том числе и запрещенные на других платформах. Плюс там же существует и магазин. Магазин существует для тех, кто хочет и может поддержать мою деятельность, для того, чтобы я ее и продолжал. Я же смогу вам содействовать в том, чтобы вы узнали свое предназначение по дате рождения, либо освоили силу живой воды, проводили измерения, которые помогут понимать, что вы едите, что пьете. Плюс получили лучшие натуральные витамины, именно Иван-чай. Плюс, опять же, сила живой воды – это водород и озон. Именно эти две структуры воды помогают нам сохранить здоровье и вылечиться от любых болезней, потому что они универсальны, подходят как одному человеку, как и всем членам семьи. И один раз купленные не требуют других расходников. Плюс, например, детектор электромагнитного излучения. Мы все живем в городах, а там огромное количество электромагнитных полей. И имея эти простые измерительные приборы, вы сможете не попадать под их влияние, а значит будете меньше болеть и дольше просто проживете без лекарств.